Первый проход делаем без анестезии для фиксации нашего эскизика. Я делаю шаг вперед и 2 назад. Есть цветовой круг, по которому всегда можно определить, какой корректор лучше всего использовать. И не боимся выходить за наш эскиз. Нужно, конечно, немножко понимать, что вы делаете и какой будет результат. Всем привет, мы на канале Hanafi. Меня зовут Леонид Курицкий. Сегодня у нас перекрытие старого перманентного макияжа. Леонид Курицкий – художник, архитектор, дипломированный мастер и педагог в сфере перманентного макияжа и художественной татуировки. Постоянный участник и призер международных выставок и чемпионатов. Практикует художественный татуаж уже более 11 лет, а перманентный макияж более 8 лет. Живет и работает в Москве. В этом видео Леонид продемонстрирует фирменную технику перекрытия бровей с применением гаммы корректоров Hanafi. Леонид выполнит процедуру бережно, терпеливо и творчески, как и положено истинному художнику. Сегодня мы будем использовать оранжевый корректор номер 1, который мы добавили непосредственно в пигменты, и корректор желтый номер 2, которым будем работать отдельно от пигмента. Пигменты мы сегодня используем номер 1 и номер 4 в пропорции 50 на 50. Модуль у нас Hanafi, размер идет 1201 RL и всегда использую эту иголочку. Эскиз мы уже отрисовали и начинаем. Первый проход делаем без анестезии для фиксации нашего эскизика. Оранжевый корректор мы добавили прямо в основные наши пигменты. Пигменты я подбираю всегда по тону глаз, ориентируясь. Корректор подбираем в зависимости от того, какой у нас остаток старого татуажа. Если это слишком сильный остаток, то лучше его сначала осветлить, а потом уже делать какое-то перекрытие. Проходим первый слой, наносим по всему нашему эскизику. Внизу я работаю на нижней линии более плотно, вверху более воздушно. На головках мы работаем на вылет. Вылет немножечко за границы нашего эскиза. Вот это как раз головки, которые, я считаю, что отрисовывать их как-то в идеальной форме нет смысла, потому что у нас, во-первых, бровки все время, лицо у нас разные, две половинки, и пытаться сделать ровные головки это достаточно сложно, потому что отечность может быть и отечность разная, соответственно, поймать ровные головки достаточно сложно. Сейчас вот мы прошли первый проход, убираем наш пигмент. Видим, достаточно хороший остаток у нас остался после первого прохода. То есть эскиз хорошо видно. Сейчас, когда мы положим анестезийку, еще лучше проявится наш эскиз. Сегодня мы будем использовать новиночку. Это у нас вторичная анестезийка от компании Hanafi. Нанесли анестезийку и положили пленочку. Переходим на вторую бровку. Проходов требуется все это индивидуально, нужно смотреть, потому что кожа у всех разная. Как правило, у меня получается порядка 3 проходов. Сейчас я вперед не бегу, то есть я делаю шаг вперед и 2 назад. Работаем маятником и раскидываю такие вот вееры, постоянно меняя направление движения иголки. Какие брови вообще не стоит заниматься перекрытием? Если мы видим, что это достаточно плотные синие, фиолетовые, то их, конечно, лучше ими вообще не заниматься. Если мы видим остаток там какой-нибудь красный, то это, я считаю, идеальный вариант для перекрытия, потому что мы имеем уже достаточно хорошую теплую подложку, и в результате мы сможем получить на выходе такой хороший теплый цвет, оттенок более коричневый. И для того, чтобы бровки не уходили в серость, я использую оранжевый корректор. Я его добавляю всегда при любой работе вообще абсолютно. Это независимо от того, это перекрытие или работа по чистой коже. Опять мы используем новые средства от компании Hanafi. Это вторичные анестезия, и забираем с той бровки пленочку, перекладываем ее на это. Если мы видим, то вот бровка у нас достаточно очень хорошо заморозилась, наша форма достаточно хорошо проявилась. На данном этапе, чтобы убрать фиолетовый оттенок и добиться более теплого тона, мы будем использовать желтый корректор и работать будем чисто этим корректором по той форме, которая у нас есть.
Это желтый корректор. Идем сейчас именно по старой форме брови. Проходим именно по вот этому оттенку, который был в данном случае. Вот наша линия, это которую мы добавили вот здесь вот снизу ее немножечко. По ней мы не работаем. Сейчас вот очень хорошо видно этот веер, направление как раз движения машинки, как работает направление иголочки. У меня движения достаточно большие, амплитудные, размашистые, да, то есть кто-то работает более мелко, но это то, как привык. Отсюда, в общем-то, настройка машинки. Кто-то скажет, что вольтаж высокий, нужно меньше вольтажа делать или так далее. Кто-то на более мелком, но, соответственно, за счет того, что у меня амплитуда достаточно большая и движения руки достаточно быстрые, поэтому данного вольтажа мне хватает. Ну вот мы прошли по бровке. Желтый пигмент, его очень хорошо сейчас видно. И сейчас будет видно, как у нас оттенок уже брови, в общем-то, изменится. Все, что мы видим в процессе работы, то, что будет у нас по истечению времени заживления, это, конечно, абсолютно разные моменты. Поэтому нужно, конечно, немножко понимать, что вы делаете и какой будет результат. Бровь уже мы прошли, она достаточно хорошо оттеплилась, но вот есть моменты, где темное место от старого туажа, оно еще проглядывается. Здесь можно будет дополнительно еще поработать желтым корректором. Теперь мы берем пленочку, у нас уже там есть анестезия на ней, и мы ее просто перекладываем на эту бровку. Здесь также все хорошо видно в нашей эскизе, который мы закрепили. Соответственно, здесь сейчас также отработаем желтым корректором, и после чего уже сделаем окончательный вариант бровок. Все то же самое, единственное, что у нас слева была бровка темнее, поэтому на ней мы работали более плотно корректором. Правая бровка у нас посветлее, соответственно, корректором не так плотно придется работать. Я думаю, что здесь одного прохода будет достаточно. Корректоров бояться абсолютно не нужно. Многие просто боятся их добавлять, с ними работать. Берем пленочку, опять накладываем на эту бровку. Мы видим очень хорошо сейчас, как проявляется желтый пигмент на брови, его видно очень хорошо. Все, теперь мы продолжаем работать тем цветом, который мы сделали. Есть цветовой круг, по которому всегда можно определить, какой корректор лучше всего использовать. Если это прям фиолетовые брови, то, конечно, лучше использовать более желтые уже. Я все время использую где-то больше желтого, где-то больше рыжего. Но в данном случае у нас желтый мы использовали отдельно, а рыжий корректор мы добавили непосредственно в пигменты. Сделали проход. Опять на головке мы работаем на вылет и чуть-чуть выходим за рамки нашего эскиза. В результате получим такую пушистую достаточно головку без какой-либо четкости. Ну вот мы уже по цвету приближаемся к тому, что нам нужно. Сейчас я делаю упор больше на нижнюю часть брови, начинаю прорисовку в обратную сторону. Тот же самое движение маятником, только веер в обратную сторону я рисую и более четко прорабатываю нижнюю линию. Ну и теперь мы немножечко распушим верхнюю часть бровки и чуть-чуть еще поработаем над градиентом, сделаем чуть поплотнее хвостик и нижнюю часть. На перекрытии, конечно, всегда бывает проходов, может быть, надо сделать где-то и не 3, а больше, поэтому это все индивидуально, у всех разная кожа. Сейчас я делаю движение на себя, сверху вниз, и чуть-чуть выхожу за эскиз нашей бровки, тем самым немножко мы подпушим сейчас верхнюю часть. Может показаться после процедуры, что бровь достаточно широкая, это абсолютно нормально, но после заживления она будет у нас в том эскизе, который мы изначально отрисовали. Сейчас движение также у меня на себя, но за счет того, что я чуть-чуть передвинулся, у нас получается относительно то, что мы делали до этого, крест-накрест. И не боимся выходить за наш эскиз. Дадим бровке чуть-чуть отдохнуть, перейдем на эту бровку. При работе нужно понимать, какое количество проходов вы делаете. Это независимо от того, делаем мы перекрытие или мы работаем по чистой коже. Потому что очень часто сталкиваюсь с тем, что у нас левая бровка, она темнее, чем правая. Всему этому проблема — это освещение, потому что свет падает отсюда, и нам кажется, что левая бровка всегда светлее, чем правая. Поэтому акцент там делаем больше, но по факту получаем, что она при заживлении становится темнее. Теперь работаем по нижней границе маятником, и, соответственно, уже тот же самый веер, но уже в обратную сторону у нас развернутый. Тем самым прорабатываем более четкий низ и делаем градиент от темного к светлому.
Ну что, мы закончили процедуру перекрытия старого перманентного макияжа. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.